Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами как всегда я, Finder, и сегодня у нас на обзоре новый Next Gen от компании Microsoft, вот такой вот Xboxик. Конечно же, скажу заранее то, что я очень сильно ждал его и очень сильно люблю Xbox, так как моя консольная жизнь началась именно с него. Я пользовался сначала Xbox 360, потом купил уже PlayStation 3 и, конечно же, давайте-ка посмотрим сами сначала на эту коробочку и распакуем ее. А пока маленькая предыстория. Многие люди после тяжелого рабочего графика, конечно же, любят отдохнуть и поиграть в разные игры. И, конечно же, я не исключение. Поэтому пропустить новое поколение консолей просто нельзя. Народ, всем доброе утро. Сегодня наконец-то 10 число. Сейчас 9 часов утра. И, конечно же, что мы сейчас делаем? Мы выезжаем за новым Xbox'ом. Ну а пока я добираюсь до Xbox'a, я хочу заранее сказать то, что мы туда попали самыми первыми и забрали одну из самых первых консолей в России. Также, если вы заметили, то у меня есть еще одна какая-то интересная коробочка, которую мы расскажем в ближайшее время. Ну а пока подождите и пишите в комментариях, как думаете, что там было в коробке. Коробочка сама по себе очень-очень маленькая, но увесистая. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы ее донести до сюда, до нашей студии. И первое, что я вижу сразу на коробке, так это то, что 4К 120 FPS. Вы можете сейчас это видеть именно вот тут вот. И что я вам скажу? Наконец-то нам завезли 4К полноценный. Сейчас нам уже твердят вовсю про 8К. Вот тут даже на коробке пишет. Я, конечно, это не вижу так издалека, но все равно я помню, что там было это написано. И, конечно же, я уверен, то, что он еще не готов к 8К. И, в принципе, вы знаете таких людей, у которых есть прям вот сейчас 8К телек, который стоит в районе 300 тысяч рублей. Я, честно, нет. И, в принципе, не уверен, что кто-то перейдет сейчас в ближайшее время на 8К. Может быть, там какие-нибудь простые аркадки он и потянет 8К, хотя не факт, что создатели оптимизируют 8К на простых играх под эту консоль. У нас с вами, конечно же, Series X, хотя продается также Series S, упрощенная версия, но я не вижу в ней смысла, так как нужно брать мощь, сразу все по максимуму и так далее. На 1 терабайт, и давайте уже наконец-то все-таки распакуем ее. Все. Так, приступим. Ой. Я тихонечко начинаю вот так вот снимать пломбы с этой коробки. На самом деле это очень-очень волнительный момент, так как спустя столько времени они наконец-то решили обновиться. И давайте наконец-то узрим наш новый Xbox. Ага, конечно, узрим, когда распакуем еще. Офигеть! Вот это, конечно, круто, то, что они сделали такой вариант коробки, то, что она открывается как сундук с сокровищами, хотя так оно и есть. Первое, что мы видим, это транспортировочную фигню, которая помогает не разбиться нашему Xbox'у, конечно же, на таможне и так далее. Давайте ее снимем. Я ее сразу откладываю. И здесь у нас вы можете прочитать Power Your Dreams. Давайте доставать наш квадратик. Конечно, он такой массивный. Прям вот по размерам он очень компактный, очень эргономичный, но тяжелый капец. Я не знаю, просто. Так, что у нас также идет в наборе? У нас идет
Короче, также у нас идет какая-то... Также у нас идет какой-то листик непонятный, который мы тоже сразу же убираем, потому что зачем он нам нужен? Давайте все-таки убираем вот эту коробку, потом покажу, что в ней есть, а пока переходим за наш Xbox. Самое главное, что находится в этой коробочке. Сейчас он вот так вот упакован в черную какую-то пленку, и давайте снимем вот это Power of the Dreams и начнем нашу распаковку. Но прежде, чем я ее распакую, я заранее скажу то, что сейчас у нас просто быстрый ролик по тому, как мы ее распаковываем, мое мнение, мои эмоции и так далее, потому что я до этого ее вообще не трогал и не раскрывал, ровно ждал до того момента, пока не настрою все на студии и не засниму для вас вот этот ролик, потому что первые эмоции — это самые живые эмоции, это самое крутое, что может быть на данный момент. Ну а в дальнейшем, конечно же, мы затестим его на 4К телевизоре. Конечно, до 8К мы еще не дошли, но потестим, поиграем, посмотрим его FPS в разных играх. И вообще, чуть позже уже полное мнение о нем выставим. Так, давайте-ка, чтобы не порвать, аккуратненько просто вот так вот снимаем эту пленочку для вас. Вау. Воу. Офигеть. Выглядит он очень стильно. Я уверен, что он подойдет под любой стиль любого помещения. Он просто очень красивый. Квадратная коробочка, которая может находиться в таком положении, а также в вот таком вот. Самое главное, что я сразу замечаю, и сколько раз я слышал от разных ютуберов, то что вот эта вот подставка, к сожалению, не снимается, и я полностью с ними согласен, то что если вы хотите положить Xbox именно в таком формате, то вот эта штука выглядит не очень. Но как по мне, я думаю, что это сделали специально, чтобы люди не ставили Xbox именно в таком положении, в основном ставили, как они изначально задумали, так как в таком положении будет охлаждение гораздо лучше. Вот здесь вот у нас находится основной вентилятор, который максимально все хорошо обдувает в этом корпусе. Спереди находится у нас сенсорная клавиша питания, также один USB 3.0 и, конечно же, дисковод. Давайте-ка поговорим, что у нас по задней панели. Еще два USB, сетевой LAN, отверстие для питания и, конечно же, отверстие под внешний SSD. Самое первое, что мне попало в глаза, так это то, что они добавили разъем для того, чтобы можно было запросто и без проблем дополнить свою некстгенную консоль дополнительным терабайтиком там памяти. Это очень круто. Также Microsoft сделали в честь этой малышки целый холодильник, который они вроде как разыгрывают, там что-то со Snoop Dogg'ом, но это выглядит очень интересно и как маркетинговый ход, я думаю, даже очень прикольно. Ну вот теперь я начну открывать саму коробочку дальше. Вот в таком маленьком отсеке у нас с вами находятся провода, HDMI кабель, также какой-то лист опять от Xbox, который в принципе никому не нужен, какая-то макулатура. Сам провод, который дает питание на наш Xbox. И самое главное, так, это новый некстгеновский джойстик. Давайте-ка посмотрим, как он выглядит. Кстати, в наборе с джойстиком идет еще две батарейки, которые я также вот сюда отложу. Вроде как, на данный момент это все, что находится у нас в коробке. Поэтому мы ее можем запросто выкинуть. Так, макулатуру тоже выкидываем, она нам вообще не нужна.
А вот с джойстиком мы с вами немного поговорим. Для начала я вставлю в него батарейки, потому что, почему бы и нет? Во-первых, они нам положили их. Спасибо, конечно, Microsoft за это. Первое мое впечатление от джойстика Xbox, он ничем особо не изменился. Нет, ладно, конечно же, они немного поменялись, тактильные ощущения поменялись. То есть они сделали их, что ли, какие-то прорезиненные вот эти вот части. Это, кстати, именно вот в плане тактильного ощущения даже очень приятно. Теперь у нас добавили еще одну кнопочку на переднюю панель, которая, в принципе, не уверен, что особо будет нужна кому-либо, хотя, может быть. И теперь у нас вот эта вот кнопка начинает всех слегка подраздражать. Как вот эти кнопки боковые. А так, ничего некстгенного в данном джойстике я не вижу. Честно говоря, джойстик особо ничем не изменился. Хотя, может быть, когда я поиграю немного в этот Xbox, я вам скажу свое мнение уже, конечно же, другое, которое у меня изменится, скорее всего. Самое главное, что я забыл, я вот сейчас вот совсем немножко потрогал этот Xbox, и вот эти все грани, они уже просто заляпаны моими пальцами. При том, что они у меня максимально чистые, честно вам говорю, ничего не делал ими, только трогал данный Xbox. Вот. Он уже вообще полностью заляпанный, так что это огромный минус. И вроде как сам геймпад вообще ни в чем не испачкан. Ну а теперь, после того, как я распаковал эту консоль, я побежал играть в нее для того, чтобы заснять для вас новый ролик, чтобы вы сразу посмотрели, насколько она качественно получилась. Также я уже скажу свое сформировавшееся мнение о данной консоли. И мы уже с вами увидимся в новом ролике. Поэтому до скорых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Что думаете по новой вот этой вот консольке? Скажите, что именно в плане эргономики она просто очень крутая. И давайте уже прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.